Всем привет! Меня зовут Катюша, и я вас приглашаю к просмотру моего видео о покупке мечты. Я давно уже просто бредила покупкой фианита Сваровски. И, о да, я нашла фианиты Сваровски в городе Минске. И сразу уже без разных предисловий покажу, что это один из моих любимых магазинов 7 карат. А вернее, это такая у нас есть в городе Минске сеть ювелирных магазинов 7 карат, диаманта и золотов. В основном я отовариваю с диаманта и 7 карат, и они представлены повсеместно. Но сразу отмечу такой факт, что все зависит также от консультанта, как он постарается. И в этот раз я была в данном молл и просто думаю, вот случайно зайду, спрошу, есть ли у вас фианиты Сваровски. И мне сказали, что да, есть. Я даже сказала, то есть я помогла, правда, тоже с моей стороны тоже была работа. Я попросила, вот говорю, у вас вот в каталоге 7 карат есть вставка фианиты Сваровски. Хочу какое-нибудь колечко с некричащим фианитом Сваровски, чтобы не сильно такие вот были набалдашники. Вот даже в этом вот браслетике у меня есть, здесь такие камушки, они великоваты. Я хотела поменьше камушек, и, о да, все свершилось. Поэтому давайте вместе с вами распакуем и углубимся в фианиты Сваровски. Почему я их так люблю, почему я их так долго искала, и вообще, что я думаю о фианитах Сваровски. Только обратите внимание, именно я говорю о фианитах Сваровски. Вот она, заветная покупочка. Я давно хотела приобрести этот камень. Отоварилась я в 7 карат ювелирной сети. И вот из этого прекрасного мешочка, они всегда так упаковывают свои изделия, я достаю желанное. Так долго я хотела. А это мне помогла девушка. Она написала артикул этого кольца. То есть я сначала пошла в Диаманта, там спросила, есть ли у них фианиты Сваровски, и там девушка так помогла, сказала, идите в 7 карат и там покупайте. И вот оно, не буду долго задерживать видео. Ой, как я люблю вот это вот все обрезать, вот эти новенькие изделия. И здесь у нас вот такое вот потрясающее колечко. Вот он, этот фианит Сваровски, о котором я так долго мечтала. И как же мне нравится дизайн этого колечка. Это просто что-то, нечто. На мой взгляд, я сразу его примерю. И вот так вот оно смотрится. Вот это колечко мешает, но пускай будет. И вот оно. Какое же оно красивое. Вот если бы я у кого-то увидела, я бы подумала, что это реально бриллиант. И здесь он так обыгран. Фантастическая работа. Вот обратная сторона. Все пробы стоят. В принципе, сеть ювелирных магазинов 7 карат, диамант проверено. Я уже много изделий приобретала. Все идут с пробами, все как положено. Я не ожидала найти у них кольцо именно вот с фианитом Сваровски. Так мне повезло. Расскажу целую историю. Я сначала пошла в Диаманта, там спросила, есть ли у них именно фианиты Сваровски. Я сказала, у меня бзик. И девушка поискала, все нашла. И написала артикул этого колечка. Я пошла в 7 карат. Они рядом, эти магазины, находятся, 7 карат и диаманта, и выдают вместе с изделием вот такие вот сертификаты, то есть положение даже о предоставлении пожизненной гарантии на ювелирные изделия, приобретенные в розничной сети Четуб Platina Group. Сеть магазинов 7 карат. Здесь, то есть, если что-то произошло с изделием, у него пожизненная гарантия, поэтому все вот эти вот документы нужно хранить. И это единственные магазины, где вот именно дают такое положение о пожизненной гарантии. Также дают правила обращения с ювелирными изделиями.
Но не об этом речь. Можно вот так вот, как книжечка, сложить. И я храню. Обычно с чеком я кладу. Это колечко стоило мне со скидкой 69 белорусских рублей 98 копеек. Но первоначальная цена была 104 белорусских рубля 96 копеек. Это удача. Я когда услышала такую маленькую стоимость, я была на 7-м небе от счастья. Теперь давайте посмотрим, что же здесь написано. Во-первых, это у нас очень известный российский завод «Аквамарин». Вставки так мною желанные, то есть вставка фианит искусственный Сваровский. Это колечко произведено очень давно, в сентябре 2017 года. И вот он, артикул 63230. Все подробно. И консультант магазина Симкарат сказал, что Аквамарин — это очень признанный завод в России. Что касается характеристик, то вот здесь в подробностях: проба серебро 925, масса 2,62, размер 16,5. Да, на этом пальчике я ношу именно 16,5. И также здесь вставка очень хорошо вот так вот расписана, то что здесь один фианит, именно искусственный, Сваровский. Все как положено. И вот она заветная, вот эта вот такая штучка, она должна предоставляться. Сваровский циркония написано. Но я заметила, что они бывают разные. Но здесь вот так и написано: Made with Сваровский циркония. И на обратной стороне даже вот сайт Сваровский циркония. Я попозже расскажу, почему я так балдею именно от фианитов Сваровской цирконии, почему я так хотела приобрести именно его. И давайте же обрежем, чтобы никто не подумал, что мне просто тут что-то предоставили, может быть, за обзор. Нет, ничего не предоставляют мне. Кладу здесь, и вот оно, колечко, теперь красуется на моей ручке. Посмотрите, как же оно красиво переливается. Это просто восторг. Оно такое толстенькое, красивенькое, просто невероятное, такое очаровательное. И камень так переливается красиво. Просто загляденье. Действительно, очень красиво сверкает камень. Также посмотрим его со всех сторон, как же внутри сделано это кольцо. Вот так вот со всех сторон оно сделано. То есть оно не цельное, зато оно легкое. То есть, в то же время оно не легкое, но за счет того, что оно вот тут вот такое вогнутое, оно облегченное. И вот такая вот красотень. Давайте покажу еще раз вот этот перелив. Просто восторг. Вот так вот оно закреплено, интересно. Я не могу налюбоваться, я так рада. Ну и давайте сравним. Вот у меня есть обычный фианит, который не Сваровский. Ну, естественно, Сваровский вот как переливается. И вот обычный фианит. Ну, Сваровский реально, вот эта бриллиантовая огранка придает ему такой вот блеск. Вообще у меня от завода Аквамарин есть еще другие изделия. Это вот есть у меня подвеска от Аквамарин. Вот такой вот крестик есть. Вот такой вот радированный крест. Он очень необычной формы, поэтому он мне и понравился. Вот он со всех сторон. Хорошее ушко и очень стильно смотрится на шее. И также от Аквамарина у меня есть еще один крест. У них очень удачные кресты с натуральными камнями. Да, это серебряный крест радированный. Именно со вставкой здесь 4 агата, 2 и 2. 2 одного размера и 2 другого размера. Все здесь расписано. Причем вообще я восхищаюсь крестами от вот этого от Аквамарина. У них есть и с цитринами, и с аметистами. Очень красивые крестики, и они уже освещенные. Вот здесь вот все написано, что они освещены.
Поэтому я этому заводу доверяю и рада, что в 7 карат вот так вот нашла такое потрясающее изделие. Именно это колечко и опять от этого же завода российского. Теперь я поменяла локацию и хочу рассказать, почему именно вот я так люблю фианиты Сваровски. Но хочу сразу отметить, как вот обозначают на бирках именно фианиты. То есть их могут обозначать, если это турецкое изделие, вот у меня есть сережки, то эти серьги пишут на бирках, вот они, вот так вот переливаются, красивые турецкие серьги, тоже покупала в 7 карат, и их обозначают, вот посмотрите, то есть фианит, вставка фианит, эти сережки. Также у меня есть вот такое вот колечко, тоже турецкое, и его название тоже звучит на бирочке, вот как оно переливается для начала, покажу. И вот как его обозначают, тоже фианит. И еще есть у меня вот такая вот подвесочка переливающаяся. Она уже у меня от завода Бирюза Jewelry. И эта подвеска, здесь фианиты обозначены как кубические цирконии. Просто обращайте на это внимание. Также у меня есть вот такое колечко. И оно тоже от завода Бирюза Jewelry, но здесь уже обозначение тоже идет кубический цирконий, один керамическое колечко. Вот так вот обозначается. То есть обычный фианит в магазине обозначается или пишется вставка, что это фианит, или кубический цирконий, или цирконий. Небольшая добавочка, кроме того, что фианит может обозначаться на бирках как просто фианит, кубический цирконий и цирконий, есть недобросовестные производители, я бы так сказала, и они обозначают иногда фианит обычный как циркон. Ну, не путать. Вот у меня есть такое шикарное кольцо, и здесь вот идет бирочка, и здесь вот эти вот все потрясающие камни, они обозначены, что это циркон. Вот видно на бирке, что это написано. Вот она бирочка, и здесь черным по белому написано циркон, производство Турции, но это абсолютно не так. Я была у ювелира и проверяла это кольцо, он сказал, что это у вас фианиты, поэтому может быть еще и такое обозначение на бирках именно фианита. И даже женови могут на бирках писать вместо фианита циркон. Я тоже это наблюдала. Мне это очень не нравится. Но кольцо, которое новенькое, здесь фианит искусственный Сваровский. Вот это вот приложение, что сделано с фианитами Сваровски. Они пишут циркония Сваровски. Также, прежде чем найти вот этот вот фианит Сваровский, я долго хотела найти, была и в нашем Минском ГУМе, и в ЦУМе, но там не хотят консультанты ничего говорить, они говорят, что они не знают. Ни что такое фианиты Сваровский, не отличают. А вот в диаманты 7 карат мне откликнулись, но прежде чем к ним пойти, почему я к ним пошла опять делать покупку? Да потому что у них очень удобно вот пользоваться их сайтом или приложением. Ну, приложения у меня нет, а именно я захожу, просто ввожу 7 карат, захожу на их сайт, и здесь могу выбрать фильтр, и в фильтре есть вставка. Вот прям непосредственно вам показываю. И здесь разные вставки. И агаты, аквамарины, и аметист, и, как видите, горный хрусталь, и жемчуг Сваровский, и каучук, кварц. Просто наслаждение. Но сейчас речь идет о фианитах. Так вот, что касается фианитов, то у них есть кубический цирконий, 309 изделий. Также у них, кроме кубического циркония, есть изделия с фианитами. Их аж 3705. И внизу пометка «Фианит Сваровский» и «Фианит Сваровский» маленькими буквами. И я, как увидела такое разнообразие, я не смогла
Вот я включила вот эти вставки и решила посмотреть, что же они мне предложат. И вот сразу мне показывают такие вот колечки. Ну, естественно, по дизайну мне сразу бросилось в глаза это колечко. Не буду я ёрничать. Вот сейчас попробую его найти. Мне проще, конечно, ввести вот этот вот артикул. Ну, заодно покажу, какой у них ассортимент именно фианитов Сваровски. Это все фианиты Сваровски. Вот, я прям его узнаю. Вот оно, мое колечко, вот она красота. Вот стоимость, она от 60,84 до 104,96. И вот я нажимаю на его, могу подробно посмотреть, какие размеры есть. То есть и здесь вставка так и отмечена: фианит Сваровский. Я не ожидала, что в 7 карат можно так легко найти фианит Сваровский. Главное пользоваться вот сайтом, подробно изучать информацию. Мне очень понравилось. Вообще у меня много изделий вот в таком стиле, то есть это как обручальное, свадебное колечко. Вот даже я подготовила вам, чтобы показать. Падают мои колечки, и вот у меня есть колечко. Это у нас уже идет белое золото с бриллиантом, и, как видите, вот разница. То есть фианит Сваровский, он даже переливается как-то более так изысканно. И смотрится ничуть не хуже, чем кольцо с бриллиантом. И также еще мне муж дарил вот такое вот колечко с бриллиантом. Тут уже желтое золото, не буду его уже одевать, оно не подходит сюда. Вот такой здесь бриллиант, но вот здесь совсем маленький бриллиантик на этом золотом колечке. Тут золото 585 проба. Ну вот это кольцо, оно такое эффектное, на мой взгляд, я не могу нарадоваться. Также у меня есть неплохое колечко с AliExpress, где кубический цирконий 5 класса. Тоже неплохое колечко, тоже хочу сравнить именно с этим вот фианитом Сваровски. Вот если их сравнивать, то они уже похожи, переливаются, тоже очень удачное кольцо. Но вот это, оно у меня самое удачное. Если бы я даже хотела найти кольцо из белого золота с бриллиантом, я бы, наверное, такое удачное не нашла. Вот аквамарин угадал все мои желания, да еще за такую невысокую стоимость. Вот переливы этих колец. Но вот это вот с Алиэкспресса тоже люблю. И еще, что касается вот этих вот фианитов Сваровски, то я, когда рассматривала все свои фианиты, кубические цирконии, как они обозначаются на бирках, я обнаружила, что у меня есть сережки именно с фианитами Сваровски от белорусского завода Зорка. Вот такие вот у меня есть птички, я их случайно просто обнаруживала, надпись, вот они, такая классическая сережка. Винтовая здесь застежечка, очень надежная. Вот так вот переливаются вот эти вот фианиты. И здесь что же написано на бирке? Вот если рассматривать белорусский завод Зорка. Положу эти сережки и вам... Вот здесь написано золото 585 проба, а вот здесь вот вставка кубический цирконий, их 22 штуки в 2 серьгах, вот этих птичках, и написано made with Сваровски циркония. То есть здесь вот так вот обозначено, не вот такая вот штучка, а именно написано на бирке. Вот оказывается, я обладательница большого количества фианитов Сваровски. Но, конечно, вот здесь он невероятно красивый. Я влюбилась в дизайн. Я хотела давно фианит Сваровски. И теперь вот кто-то, может, смотрит и думает: боже мой, ну этих же кристаллов Сваровски, их так много. Но хочу отметить, что есть кристаллы Сваровски, а есть фианиты Сваровски. Так вот, я даже для вас подготовила. Вот у меня есть кристаллы Сваровски. Это вот такая вот у меня есть брошь-маска. Вот переливаются кристаллы Сваровски. Также есть вот такие вот сережки.
Это изумрудная коллекция, называется Альсена. И вот обращайте внимание тоже, к кристаллам Сваровски идет вот такая бирочка. И здесь написано не Сваровски циркония, а кристаллы Сваровски. И есть еще у меня, раз уже начала говорить, колье тоже с кристаллом Сваровски. Еще, если покопаться, можно найти. Просто для наглядности показываю, чтобы все было видно и четко. Но самое главное, у них должна быть вот эта вот бирочка, что здесь кристаллы Сваровски обязательно. Так вот, кристаллы Сваровски стали уже давно настоящими вот этими звездами ювелирного рынка. Их именем стали спекулировать даже такие вот стеклышки низкого качества в дешевой бижутерии. Хочу, как всегда, отметить вот факт, что кристаллы и фианиты Сваровски — это совершенно разные камешки, но от одного производителя. То есть есть кристаллы Сваровски и есть Сваровски циркония. Вот так вот отличаются они. И особенность кристаллов Сваровски, материал, из которого они производятся, это прозрачный и тщательно обработанный хрусталь. Его создают с добавлением поташа, кварцевого песка и сурика. Все компоненты перемешиваются в секретных пропорциях. Самые важные нюансы технологии держатся создателями в строгой тайне, поэтому материал кристаллов уникальный. Вот хрусталь, вот из похожего хрусталя делают кристаллы Сваровски, но у них все там засекречено. С кристаллами Сваровски разобрались, теперь будем разбираться с фианитами Сваровски. Так вот, фианиты Сваровски, они созданы в лаборатории по технологии, выкупленной в 20 веке у СССР. Это очень важно, я давно хотела узнать, что же такое идеальный фианит, который был создан в СССР, и в честь Физического института Академии наук ему дано название. Так вот, Сваровски сделали свои вставки кубического циркония особенными, используя огранку бриллиантового качества. Поэтому Сваровски циркония стоит дороже, чем просто фианиты. Если выражаться совсем на простом языке, они блестят лучше, вот как я вам показала. Качество огранки, полировки, сильные производственные мощности позволили вот этой австрийской компании Сваровски выпускать достойный ювелирный продукт, который вот на протяжении долгих лет был популярным, но, к сожалению, не все знают разницу. Поэтому надо различать, что есть фианит или кубический цирконий, я вам показала на бирках. Он обозначается кубический цирконий, кубик циркония. Это диоксид циркония, у него стандартная огранка. Есть вот такой фианит Сваровски, второй вид, или Сваровски циркония, должно быть обязательно написано, вот такая бирочка идти. Это тоже диоксид циркония, но не со стандартной огранкой, а с бриллиантовой огранкой, поэтому он так переливается. И есть кристаллы Сваровски вот в маске и в изделии, в колье и в серьгах. Это Сваровский кристалл пишется, там уже идет вставка искусственный хрусталь, стекло, то есть, и идут разные фирменные огранки. Вот такие 3 разных камня, их нужно отличать. И нужно еще вот обратить внимание, что фианит компании Сваровски на протяжении долгих лет можно было лицезреть в украшениях и других ювелирных производителей. Но с 2021 года бренд прекратил массовые продажи фианитов другим производителям, поэтому все, что есть в продаже на данный момент, это изделия, созданные ранее. Если действительно посмотреть на вот эту вот бирочку, то вот достаточно давно Аквамарин выпустил это кольцо, то есть в 2017 году. До 2021 года. Сейчас, вот, то есть скоро уже Сваровски не найдешь. Вот просто так фианиты Сваровски у других заводов, как нашла я. Или вот белорусский завод Зорка. Тоже вот эти сережки-птички, они были произведены в 2016 году, и тогда вот Сваровски, как я понимаю, продавали свои фианиты Сваровски. Поэтому есть такая разница. Вот такая моя долгая история с приобретением фианита Сваровски. Вот признаюсь, есть у меня такая вот черта, то ли болезнь, я не знаю. Вот я прям хотела вот этот фианитик, он мне грезился. Я вот сниму кольцо свое камею и одену, чтобы ничего не мешало
вот этот вот фианит Сваровски. Вот он. Я еще не примеряла, как он смотрится издалека. Сейчас пододвинусь к вам вместе со своим микрофоном. Так неудобно. И вот он как смотрится. Просто какая-то прелесть, роскошь. Невероятный камушек. И мне так нравится этот дизайн кольца. Вот как-то, наверное, судьба была, что мне нужно было зайти в этот магазин и спросить. Ну, еще все зависит от консультантов. Вот заходила я в ГУМ, где для меня серебряный рай, я люблю магазин в ГУМе, но там мне так не помогли. А здесь помогли. И еще я хочу вот заметить, что вот эти вот фианиты, они, вот это завод Аквамарин, получается, что они купили вот эти вот именно фианиты Сваровски. Но еще девушка, когда пересматривала именно в магазине диамантов Dana Mall, они рядом находятся, диаманты, несколько метров пройти, будет 7 карат. То когда она смотрела, то еще я заметила, что завод Ефремов, тоже у них есть колечки вот с этими фианитами Сваровски. Но там фианиты Сваровски были такие вот кричащие. Кто любит большие камни, то вот именно я могу посоветовать завод Ефремов, или это производитель. Ну и вообще я поняла, что скоро эти фианиты Сваровски станут редкостью, потому что, как я сказала, с 2021 года уже Сваровски не продают свои камни производителям. Поэтому я рада, что купила это кольцо с этим камнем. Очень мне оно нравится, буду с удовольствием носить. Конечно, почему-то у меня кольцо немножко большемерит, оно 16,5, но я думаю, что летом будет то, что надо. Я буду с удовольствием его чаще носить. Сейчас немножечко оно так крутится вокруг пальчика. У меня всегда вот здесь вот косточка толще, чем здесь, поэтому так смотрится. Вот такая моя история с поиском фианита Сваровски. Я рада, что осуществила свою мечту. Напишите, есть ли в ваших ювелирных шкатулках украшения с фианитами Сваровски. Может быть, у вас по-другому выглядит сертификатик. Как вы видите, по-разному производители помечают тот факт, что в их изделиях используются фианиты Сваровски. То есть, вот, например, белорусский завод «Зорка» просто написали. Завод Аквамарина российский, они пометили, то есть сделали дополнительную бирочку. Также я видела у других магазинов есть еще другое обозначение, но везде написано «Сваровски циркония». Это самый главный факт. Поэтому всем желаю, самое главное, здоровья, отличных покупок и осуществления мечт. Пока-пока, увидимся в следующих видео.